Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, насколько важно наводить порядок в нашем проекте, потому что со временем у вас образуется огромное количество разных шрифтов, и в них просто можете запутаться. Поэтому, когда у вас все будет аккуратненько разложено по полкам, в каждой папке соответствующее содержимое, это вам очень сильно поможет, чтобы, например, через несколько лет вернуться к шрифту и найти ровно то, что вам нужно, и не тратить на это огромное количество времени. В процессе работы у нас с вами накопилось некоторое количество проектов, точнее копий этого проекта, и было бы удобно это все как-то организовать и хранить в одном удобном месте. Обычно я в таких случаях создаю папку под проект, под его копии, под различные документы и так далее. Поэтому здесь мы наведем порядок сейчас, чтобы в будущем использовать это. Где-то, может быть, это в моих видео местами будет не так, просто потому что я этот блог записываю чуть позже, чем основную часть курса. Но, тем не менее, изначально постарайтесь придерживаться такого плана, чтобы вам, когда у вас накопится огромное количество проектов, там больше 10 разных проектов в разных жанрах, так сказать, у вас не было путаницы, вам было легче разобраться, где что находится. Для начала создадим папку, в которой мы это все будем хранить. Вот у меня шрифт называется «Журнальная рубленая», поэтому я просто выделяю его название и создаю папку с таким названием. Это все можно теперь закинуть сюда. Но и здесь это тоже не очень удобно, что хранится, поэтому я создаю папку с названием проекта, ну точнее с названием формата разрешения нашего файла проекта и перекидываю это сюда. Так как их накапливается со временем огромное количество, их может быть там сотня, чтобы они мне не мешали, я все неактуальное закидываю обычно в папку со старыми версиями. А актуальную оставляю. В будущем я ее копирую, когда открываю. Допустим, там пишу здесь 8.01. А вот это можно перекинуть туда. То есть таким образом у нас самая актуальная версия, например, предрелизная, которая содержит вот самые-самые финальные изменения, она находится вот прямо здесь. Все, что забэкаплено, находится где-то в папке Old. Возвращаемся. Теперь нам нужно здесь создать папки, в которых мы будем хранить наши референсы, различные документы, рендеры, которые мы с вами будем делать, ну и еще что-то, наверное. Сейчас посмотрим. В процессе работы, разумеется, у нас здесь будут референсы. В принципе, с этого и начинается работа над этим проектом, поэтому создаю соответствующую папку и закидываю сюда референсы, с которых у меня в принципе все начинается. Это вот такие сканы, либо какие-то ваши зарисовки, либо какие-то примеры каких-то других шрифтов, на которые вы опираетесь при создании своего шрифта. В целом это очень удобно. Хранить картинки с вашими исходными иллюстрациями. Дальше нам нужна папка, в которой мы будем хранить все наши рендеры, в которой мы экспортируем разные версии нашего шрифта, там тестовые, какие-то пробные версии и так далее. Поэтому я обычно создаю папку под названием рендер, и в ней, допустим, я пишу, вот я сделал рендер какой-нибудь, и создаю в нем папку. Например, журнальная рубленая 1.0.0. Вот, сюда я это дело потом все закидываю, всякие OTF и прочие всякие штуки, которые я отрендерил, потому что в процессе работы у вас, возможно, будут какие-то изменения, и было бы неплохо хранить все эти версии, а также, чтобы нам можно было отслеживать все ошибки, я создаю папку вот с таким названием, в котором в процессе пользования шрифтом другие, так сказать, пользователи вашего шрифта будут вам скидывать какие-нибудь там заметки, какие-то скриншоты, что есть какая-то проблема, которую нужно исправить. Поэтому здесь я просто создаю папку 1.0.0.0, можно даже вот так написать. Вот. И здесь они у меня хранятся, их я исправляю и создаю уже рендер версии, допустим, 1.0.0.1. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, таким образом у нас с вами своего рода такая история всех возможных версий и ошибок сохраняется. Это что касается рендера. Сюда еще можно добавить, например, папку с нашими промо-материалами, какими-то скриншотами в процессе работы или еще что-то. Можно создать папку с картинками.
можно назвать какое угодно, иногда я называю промо, иногда еще что-то, то есть какие-то красивые картинки, красивые скриншоты, которые вы можете выложить в соцсети, либо просто, опять же, для истории все это дело сохранить. И, допустим, сюда мы закидываем картинки, которые мы делали в процессе работы. Допустим, я там что-то где-то скриншотил, какие-то баги записывал и так далее. Вот. Все это просто для истории может сюда закидывать. Вот это, например, версия шрифта с не совсем, точнее, совсем некорректным экспортом TrueType кривых, точнее, PostScript кривых и TrueType кривых. В общем, здесь проблема была. Поэтому такую штуку я заскриншотил. Для истории это дело можно сохранить. Там какие-то вот такие штуки. Все то, что можно просто в нужный момент, если мне нужно скинуть какие-то красивые картинки кому-нибудь, я могу просто по-быстрому взять что-нибудь красивое отсюда закинуть, чтобы мне заново это все дело не генерировать. Ну и одна из немаловажных папок — это папка с документами. В нее, в принципе, входит все, что только может быть связано с работой в процессе создания шрифта и потом в будущем. Ну, допустим, мы с вами делали бэкапы всех фич, поэтому я, допустим, создаю папку, в которой можно увидеть все фичи. Если вдруг нам надо что-то изменить, что-то подкорректировать, я могу ее открыть, скопировать, все это дело вернуть в наш исходный проект, если вдруг фичи слетели. Вот, чтобы заново это все вручную не писать. Опять же, иногда фичи слетает, и такая папка очень сильно нам помогает все как бы держать под контролем, потому что перед экспортом желательно перепроверить каждый из наших фич. Вот, сюда же можно закинуть папку с какой-нибудь, вот, например, хинтинг тоже я папку храню, потому что в ней у меня есть вот два файла. Это список всех стемов. Здесь он пустой, потому что я его не заполнял. Где-то у меня в другом месте лежит этот файл, заполненный пунктами. Но главная идея, что вот здесь у меня есть готовый файл со всеми стемами, которые нам пригодятся для автохинтика. Ну и на всякий случай здесь у меня инструкция от Андрея, как делать автохинтик в программе TTF Autohint. Вот, это тоже все потом скачайте. Сюда же можно еще закинуть настройки автохинтинга, которые мы с вами используем. Вот, например, я сюда закинул скриншот программы TTF Autohint, в которой я пометил все те пункты, которые я настраивал в хинтовке шрифта JavaScript, потому что через время мне пришлось переделывать версию, делать 0.0.1 версию, потом я нашел еще новые косяки, исправил, сделал 0.0.2 версию и снова их прохинтил. Потом через время нашел еще косяки какие-то, исправил и сделал версию уже на текущий момент 0.0.3. Но чтобы каждый раз не вспоминать и не отстраивать это все, я просто этот скриншот сохранил, потому что в нем сразу видно, какие именно настройки я выставил, и они у меня, ну, они уже изначально подобраны, поэтому мне не нужно все это вручную подбирать для конкретного шрифта. В общем, это дело у нас сохраняется. И если что, через время, если вдруг мне придется сделать версию 0.04, у меня уже есть готовый скриншот с настройками, у меня уже есть файл с заполненными толщинами стемов, ну и на всякий случай всегда храню этот файлик, потому что весит он не очень много. Вот, что нам еще здесь можно в этой папке создать? Сюда можно закинуть еще папку с кернингом, а именно с теми парами, которые мы с вами создавали или будем создавать в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. В общем, в эту папку я закинул все те файлы текстовые, которые мне пригодились при создании кернинг пар. Я его открываю и вижу, что здесь у меня представлены все те символы, которые я потом буду кернить, либо уже покернил. Здесь исключения у меня, судя по всему, да, исключения. И вот эта штука мне нужна для того, чтобы автоматически все покернить. В этом файле у меня, соответственно, все мои пары, разбитые по абзацам, это тоже мы в уроке кернинга разбираем. Все исключения тоже, то, что мы планируем кернить, какие-то симметричные. В общем, чтобы потом каждый раз это все не генерировать, если вдруг мне что-то нужно будет переделать в будущих версиях, у меня уже все готово, все подобрано. Вот, дальше. Что еще здесь может быть нам полезно? В принципе, здесь у меня еще есть документ, который я закидываю в папку чек-лист. И что он из себя представляет? Это специальный файл, который позволяет мне проверить, а все ли я сделал в моем проекте в процессе работы над ним. Здесь у меня вот такой список всяких штук, которые я потом просто вычеркиваю. И в текстовом виде он выглядит вот так.
И это я тоже все потом покажу, все расскажу, просто чтобы его потом не искать каждый раз. Здесь у меня вот он есть. Здесь основные штуки, которые нужно обязательно в шрифте сделать, они здесь прописаны. Вот, в принципе, вот такая структура проекта у нас получается. То есть, грубо говоря, мы заходим в папку с нашим шрифтом, с нашим проектом, мы видим историю всех версий проекта. Здесь мы видим историю всех рендеров, всех экспортов нашего шрифта. Здесь мы видим все картинки, референсы, какие-то зарисовки и прочие штуки, с которыми мы работали. Дальше здесь мы видим все наши промо-материалы, все наши какие-то скриншоты в процессе работы, просто интересные моменты, на которые стоит обратить внимание и так далее. Ну и папка с документами, в которых у нас список всех настроек хинтинга, кернинга, фич, то есть то, что нужно контролировать, то, к чему, возможно, будем возвращаться, когда будем делать новую версию, и просто какие-то, опять же, документы. Можете здесь, например, хранить файлы лицензии, например, там вы подготовили под какой-то проект лицензию определенную под конкретную, чтобы не искать ее нигде, вот под конкретный проект, вот у вас здесь соответствующая папка есть. Чек-лист, фичи и так далее. В принципе, тут что здесь делать, я думаю, вы там разберетесь. Если, в принципе, посмотреть на структуру всех моих проектов, здесь я делаю все по такому же принципу. Если, допустим, мы зайдем вот сюда, мы увидим, что у меня все мои шрифты, они разделены на категории. Шрифты без засечек, шрифты с засечками, всякие брусковые варианты. В дисплее у меня находится, в принципе, все, очень, все вперемешку. Вот. И шрифты со скруглениями, это на самом деле только где-то 20% всех проектов, потому что это те проекты, над которыми я в текущий момент работаю. Есть еще папка, в которых просто зарисовки идей и так далее, там 80% идей, которые только на этапе референсов, допустим. Чтобы не было здесь путаницы, я храню их в отдельной папке. Вот, в папке документов у меня различные документы, какие-то договора и прочие штуки, которые нужны в процессе работы, всякие примеры референсов и так далее. То есть то, с чем мне приходится работать не в контексте какого-то определенного проекта, а в контексте вообще всех шрифтовых вот этих штук. Вот. Ну и если, допустим, мы зайдем в раздел без засечек, мы увидим, что здесь у меня текущие активные проекты, в котором есть какая-то зарисовка, что-то какие-то контуры нарисованы и так далее. Здесь большинство шрифтов не имеют никаких, скажем так, подсказок, потому что я уже знаю, что это за шрифт, что там внутри находится и так далее. А вот где-нибудь вот здесь, если, например, проект новый относительно, я еще могу, скажем так, запутаться, что там внутри находится, чтобы не открывать лишний раз. Я, в принципе, подписываю, на что примерно этот шрифт похож, на чем он основан. Например, вот этот вот, предполагаемое название его и основной его референс, на который она ссылается. Или, например, вот такая штука и так далее. Вот, если мы зайдем, например, в шрифт Zasker, мы увидим, что здесь у меня находится не просто Zasker, а еще куча его разных вариантов, потому что я планирую в будущем сделать контрастную версию inline с инктрэпами и так далее. Это в процессе работы, предполагается, что я сделаю там какую-нибудь с округлениями версию, стенсил версию и так далее. Просто это вот целое семейство такое получается. Захожу непосредственно в Zasker, и здесь нас встречает вот что. Здесь как раз все то, что мы с вами обсуждали, есть. Вот. Ну и так, в принципе, вот в каждом из проектов, допустим, вот так посмотрим. Здесь у меня предполагаемые варианты. Rayr, если я зайду, здесь тоже у меня какие-то есть предполагаемые наработки в будущем. Далеко не факт, что я до этого доберусь и что-то я с этим буду делать, но как бы просто референс потихоньку коплю и оставляю где-то здесь. В общем, желательно вам поддерживать какую-то вот такую понятную структуру, чтобы в будущем, когда вы там через 5 лет вернетесь к какому-то проекту, например, там я захочу вернуться к шрифту Fargo, я могу зайти в него и найти все то, что мне может пригодиться, чтобы заново, чтобы быстрее войти в эту работу. В общем, такого плана структура, как мне кажется, достаточно удобна. А вы уже там пользуетесь ей, не пользуетесь, это уже дело ваше. И
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.